Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Что я сегодня хочу вам показать? Я хочу вам показать следующую сборку, давно забытую мету. Ну как давно забытую, ладно. Она в предыдущем патче всех так задолбала, что все... Они говорили абсолютно все и каждый. Что же это за сборочка, ребят? Все они забыли, потому что не переключились на эту нежить. А давайте я еще самую омерзительную сборку покажу вам в этом ролике. И звучит она следующим образом. Это боги, орки, шаманы. Мое любимое. Самая-самая универсальная сборка, которая только может быть. Да, у нее есть куча минусов, не спорю, но есть и огромные плюсы. Особенно против нежити. Во-первых... Это по-любому орки, боги. Боги-орки, точнее. Если правильно говорить, это боги-орки. Тут еще и Зевс есть. Боже. Чувствую, катка будет сегодня у нас замечательной. Зря, кстати, я Луну продал. Я сначала подумал о том, что мне всего хватит, но по факту-то нет. 300 хп, конечно, это круто, но блинк тоже хорошо. На самом деле, в идеале, чтобы мне пришел на третьем раунде либо же острые наручи, либо же арканцы. Массовая мана, вдруг кто не знает. А на старте, ну, блинк, конечно, такой себе предмет, он мне не особо нужен. Я бы сказал, даже вообще не нужен. Так, Мирану продаем и ставим двух джаггеров. Если мне сейчас вот на четвертом раунде приходит джаггер в тройку, ой, в двойку, это просто будет песня. Со старта, естественно, я сейчас поставлю мана и колечко в этого орка, который кабанчиков суманит, потому что это имба. Ну все, в принципе, тут боги-орки 100%. 100%. В чем же плюс вот такой вот сборки, вы меня спросите, чем же она так вот сильна, чем она там душит, допустим, ту же самую нежить, вот эту вот мету этого патча. А все элементарно просто. Ребят, у вас есть джаггер, который имеет встроенное БКБ, вечную крутилку, и что же ему для счастья надо? Надо ему не так уж и много. Ему нужно всего лишь маска 5-го тира. Че кто-то скажет. Эх, колечко магии. Конечно, прикольно было бы его взять. Но у меня... Не знаю, надо брать или не брать. Хочется, конечно, какие-то острые наручи. Хочется арканцы. То есть, вот что-то такое мне хочется. А вот... Ладно. Боже, какой это кайф. Какой же это кайф. Острые наручи на орках со старта. Это то, что мог только боженька прописать. Отвечаю. Хрона, конечно, не очень. Ну, точнее, у моего противника очень, у меня не очень. Или нормально? Нормально, отлично. У меня пойдет. Еще сейчас цветочку возьмем. Может, придет вторая цветочка. Поставлю двух цветочек. Не пришел. Сейчас бы 4 орка со старта. Было бы вообще просто песня. Но цвету я пока скипать не буду. Но мало ли она мне все-таки придет. Еще одна, и я смогу дубликаты поставить. Там же у меня просто будет на... Каком получается? На 6-м уровне у меня будет 9 фигур. Да, в первого уровня, но все равно 9 фигур, тем не менее. Ну, посмотрим. Может, я не буду это делать, не буду этим страдать. Так вот, боги-орки, в чем же плюсы против нежити? Во-первых, это джайер, который имеет вечную крутилку, вечный неуяз к дебафам абсолютно всем. То есть, ну, кроме башера 4-го тира, это раз. Ну, и думаю, все. Думаю, в действительности все. У него... Что ему нужно по предметам? На самом деле ему не так много предметов надо. Ему нужно всего лишь маска 5-го тира на отхил, либо же 3-го тира бусы со старта. 3-го тира бусы со старта довольно-таки хорошая замена. Прям шикарная замена, я бы даже сказал. Вот. И все, в принципе, уже тогда будете выносить всех и вся, если у вас будет какой-то отхил. В идеале, конечно, это маска 5-го тира, радианс, алое сердце, щит отражения 5-го тира. Ну и дальше там магические предметы на дамаг. Все. Вот те предметы, которые гарантируют вам победу. Поставлю, наверное, эту панду. Мало ли мне там придет кунг-фу. А я не отказываюсь от кунг-фу со старта. Потом можно будет перебилдиться и будет вообще просто, ну, белиссимо. Но там мы уже будем смотреть, как бы, что будет приходить. От этого будем отталкиваться. Ну, вот как-то так. Ну да, в принципе, я все сказал. Плюс еще это синергия, вот боги-орки, в том, что вы можете перестроиться в шаманов, вы можете перестроиться в жрецов. То есть, вы собираете богов.
У вас есть там уже встроенный жрец, вот это вот жрица света, второго за 2 монетки. Ну, тут, конечно, меня, походу, вынесли. Да, меня тут или не вынесли, или вынесли. Эх, луна слишком жесткая со старта. Вынесли меня. Так вот, вы можете перестраиваться. Перестраиваться во много интересных билдов. Вот у меня сейчас есть нежить, но я нежить не хочу собирать. Мне уже орки приходят, все, я буду играть на орках. Единственное, что я возьму Мэрту, чтобы другим не приходило. Или продам сейчас весь стол и выйду в 10 монет. Вот продать весь стол и выйти в 10 монет меня как-то больше устраивает. Продать Муэрту, цветку это 6 монет. Продам панду это 8 монет. Продам одного волшебника демона это будет уже 10 монет. Стоит ли так сделать? На самом деле, думаю, нет. Пока, я думаю, не стоит так делать. Хотя можно было бы. У меня уже было бы 10 монет на 7 раунде. Наверное, нет, не стоит. Я, наверное, так делать не буду. Так вот. В чем же фишка орков? Во-первых, у вас есть жрица света. Вы играете уже через богов со старта. Жрица света это жрец. Мы ее собираем в двойку, в тройку, то есть как хотите. Я собираю просто в двойку, и выше она не нужна. Ну, в тройку, если собралась, то в принципе окей, почему нет? Это тоже хороший буст такой. Как можно играть на жрецах еще? Точнее, на богах орка. Во-первых, вы собираете жрецов. То, что я говорил. Это жрица света. Потом вы можете вот взять жреца нежить. То есть можно играть через жреца нежить. То есть вы собираете богов орков, но как керри вы делаете жреца нежить. При этом вам нужен будет предмет третьего тира, это отпечаток божественности. Без него через нежить жреца у вас не получится сыграть. То есть это андайнах, он же зомбик. Вот. Нежить жрец, жрица света, это уже два жреца. И у орков, вдруг кто не знает, у орков есть жрец. То есть у вас уже, знаете, подготовка под жрецов есть. Если же вам очень плохо в игре, вы можете перестроиться в этих жрецов и просто выносить здесь все и вся. Если же все окей, да, вас там никто не выносит, никто как бы... То есть у вас все хорошо, грубо говоря, да? То вы можете сыграть через шаманов. То есть боги, орки, шаманы. Вы делаете 4 шамана, у вас основная тема это орки, и делаете еще и шаманов сверху. Как дополнительный баф. Это круто. 4 шамана, это в принципе реально круто. Вы можете хорошенько контрить нежить. Вы в принципе усиливаете свой стол намного больше. Но тоже тут нужно понимать, когда нужно сделать этих шаманов, а когда не нужно. Иногда эти шаманы, они бесполезные, они useless, и вообще вам они не нужны. Плюс, когда вы играете через богов орков, вы можете играть через горн. То есть вы берете с расширенного пула фиолетового шамана, который с горном. То есть это шаман горн, который... Берете его, выставляете вместо Марса, да, там вместо жреца, жрицы света. И ставите вот этого вот фиолетового... То есть, короче, вы нашли хана, вы нашли этого фиолетового шамана горна. Вы их выставляете на стол, вы получаете баф горна первого уровня. А это, извините, агро. То есть, если у вас против вас охотники, то они много времени потратят, вынося этот горн. Также уже продам цветку. И, наверное, сейчас выйду в 30 монет, продам 2 волшебников. Что-то мне так кажется. Или продам сейчас панду и... Ладно, сейчас. Мне просто панда нужна пока что. Ну, может, кунг-фу выйдет, да? Или не выйдет. Надо, не надо. Или надо. Ладно, пока это. Так вот. Вы играете на боги-орки. Плюс шамана. Либо же перестройка в жрецов. Это все у вас есть. Также, если у вас есть легендарная фигура, это орк-чернокнижник, который суммонит големов, это тоже огромный буст по игре в целом. Реально, это огромнейший буст в целом по игре, прям шикарный. Я, кстати, немножко затупил только что. Я, знаете, вот хотел вам рассказать только что, и я немножко затупил. Короче, мне пришло только что 3 монетки. Талисман счетчика мы берем по-любому. Очень хороший предмет. В лете так тем более отличный предмет. Под орков, богов тоже очень хороший предмет. Его можно, в принципе, будет оставить, а можно будет скипнуть. Там уже мы уже посмотрим. В чем мой затуп только что был? Я мог взять 3 монетки, продать одного
волшебника, и у меня был бы очень хороший стол. Ну ладно, там мой косяк, в принципе. Я просто мог бы раньше выйти в 40 монет. Ну ладно. Так вот. Либо вы играете на богах-орках, обычных, да, то есть там боги, орки, через орка, чернокнижника, пятерку, либо через джаггера, то есть одно из двух. Либо же вы можете перестроиться еще дополнительно в шаманов, то есть сверху просто усилить свой стол с шаманами, стол с шаманами. Усиливайте шаманами, все. У вас как бы дебаф нежити не работает на этих шаманов, плюс у вас есть горн, если в катке, есть легендарный хан, его просто вместо Марса ставите. Либо же, если реально вот все максимально плохо, вам нужен орк-нежить. И, кстати, орк-нежить, вот как бы это смешно сейчас не звучало, но орк-нежить это очень и очень сильный персонаж. Под богами-орками он просто замечательный персонаж. Я рекомендую хоть раз его собрать под богами-орками и просто ощутить всю силу вот этого вот нежить-жреца. Вот серьезно, попробуйте хоть раз и напишите мне в комментариях, кто это попробовал, собрать богов-орков плюс вот этого жреца нежить. Он же андайн, он же зомбаряк. Зомбаряк. Короче, напишите в комментариях. Вот, бай. Я уже, наверное, задолбал этим байтом. Короче, ладно. Кто соберет, напишите мне в комментариях и скажите свой отклик о том, насколько это было сильно. Если вам повезет его в тройку собрать, я думаю, вы настолько не разочаруетесь, вы настолько удивитесь, насколько это сильно будет, что это намного сильнее, чем тот же Джаггер. Ну, правда, минусы у него есть. Если много у противника контроля, то вряд ли вы что-то сможете как бы противопоставить ему. Но. В целом, боги-орки, я скажу так, остались очень сильным билдом. Очень сильным билдом. Там Дис что-то негодует. Кстати, Дис, это мой подписчик. Мы с ним перед каткой списались и захотели поиграть. Вот, поэтому я с ним каточку сейчас играю, посмотрим, какой результат будет по итогу. Там воины собираются. Ну, еще тоже, если вам Джаггер приходит, вот ранний Джаггер в тройку, плюс хорошие предметы, извините меня, это такой развал кабинета. То есть, для максимальной силы Джаггера вам нужно несколько предметов. Во-первых, это маска 5 тира, вы уже становитесь неубиваемым. На 110%, никакой ZZ вас не дебафает, у вас вечная крутилка, все. Минусы сразу скажу. Это то, что моментальный урон и слишком много урона сможет у вас законтрить просто как два пальца об асфальт. Что по плюсам еще? Эта маска 5 тира дает вам столько от хила, так как на вас дебафы не работают, и если нет моментального урона, а там такой себе урон, то вы просто вынесете без единого шанса кого-то, всех. Если вам падает сверху Радик плюс Алое Сердце, то забудьте, эта игра, скорее всего, ваша на 110%. На богах-орках можно играть несколько вариантов. Можно играть через суммоны, можно играть через просто орков, вот богов-орков. Можно перестроиться в жрецов, можно добавить себе усиление шаманов. То есть билдов, чтобы усилить богов-орков, просто тысячи и одна тележка. Поэтому, ребят, я, конечно, очень рад, что боги-орки как бы, ну, немножечко отошли на второй план с рейтинговых каток. Я очень этому рад. Стало намного интереснее играть, потому что в каждой игре ты видел просто 2-3 орка. А в данном случае, сейчас в текущей мете, ты видишь 2-3 нежити. И это тем более еще бесит. Эх. Ну еще, кстати, плюсы. Когда вы играете просто через богов-орков, у вас есть орк-охотник, который суммонит кабанчики. Под богами-орками он столько их насуммонит, что вы просто обалдеете. Во-первых, у него куча хп, и он будет их суммонить до талого максимум. Также у вас есть орк-жрец. С орком-жрецом вы тоже насуммоните такую толпу народа, что просто диву даешься. Попробуй бабки засуммонить, может получится. Все-таки у меня гоблин приходит, почему нет? Все-таки одна монетка лишней не будет. Ну, а если две монетки, то тем более лишней будет. Плюс у меня орки, я думаю, сейчас не откиснут. Плюс у меня там есть воины. Короче, я думаю, я не откисну, а все будет хорошо, все будет замечательно. Ну, там уже посмотрим. Я все-таки верю, что вот этот орк-охотник насуммонит своих кабанов и будет все просто, белиссимо. Надеюсь, у меня получится в этой катке показать вам, как орки работают против нежити. Но сразу говорю, если тут будет нежить. Ну, что-то я как-то не вижу, что нежить собирается. Тут собираются все, но почему-то не нежить. Это аж удивительно.
Обычно абсолютно в каждой игре есть какой-то дурачок, который играет на нежити. Реально удивительно. Так, ставим 4 орка. Жалко, у меня бога нету. Можно было бы еще и бога поставить. Бога. Рок войны возьму. В кабанчика закину. Боже, какая-то имбища. Я очень люблю усиление вот этого орка-охотника. Особенно, когда падает рок войны на суммоны, который увеличит их скорость атаки. Боже, это такая песня. Как же он душит своим кабаном. Это просто нереально. Этот кабан имеет очень много статов. 125 урона и 1000 хп. А с рогом войны у него будет 0,5 скорость атаки или 0,6 скорость атаки. Это просто, ну, диво даешься. Единственное минус, там вон сейчас гоблины собрались. Гоблины меня, конечно, вынести могут. А, он меня и вынесет. У меня просто против этого гоблина нету ничего. То есть, был бы у меня взгляд Азеса, и был бы у меня Джаггер в двойку, ну и буст там 3-го тира на отхил, то я бы не ощутил этого гоблина от слова совсем. Вот просто бы не ощутил. И все. У меня даже богов еще нету. Ну, кстати, вот этот рок войны, он может быть слабым в какой-то определенный период времени, но потом в этот рок войны просто отдаете орку-жрецу, и все. Орк-жрец начинает суммонить всех своих юнитов с ускоренной тычкой. Это прям вообще топчик. А если вы играете, допустим, не через Джаггера, а через вот этого вот суммонера орка-жреца, боже. Это такое наслаждение на самом деле. Во-первых, этот орк-жрец, он очень плотный. Он очень много суммонит. А под орками у него там чуть ли не 5000 хп. Дай бог, он еще в тройку собрался. Плюс у вас рок войны, некромиконы, рефрешеры. То есть эти вот все предметы. То там просто такую толпу насуммонит. Боже. Сочувствую тому человеку, который бы попался против вас, если у вас есть такой суммонер. Ну, тут, кстати, против меня сейчас эльф. Я его, естественно, не выношу, потому что мне не хватает предметов. Хватало бы... Ой, предметов. Не хватает плотности своей синергии. То есть, если бы у меня сейчас были боги, то я бы спокойно его выносил. Ну, выносит спокойно меня он. Ну ладно. А что это за... Что это за праздник? Мне шаман пришел. Мне ветка, пятерка пришла. А можно я, когда буду играть на гоблинах мехах, мне придет золотой мех, и я сразу цветку там, ну, до 25-го раунда сделаю в тройку, а? Я на самом деле давно гоблинов мехов не записывал через легендарные фигуры. Я когда-нибудь запишу этот ролик, но вот когда я запишу, соответственно, я его выложу. А сейчас вот как-то так пока. Наслаждаемся тем, что есть. Давно мне так не приходило. Отвечаю, очень давно мне так не приходило. Это, наверное... Ну, это, кстати, рыцарь... Рыцарь-маг ко мне пришел сейчас. Я ему винстрик не собью, к сожалению, да? Или собью? Я ему сбил! Это деньги мои. Извините. Не сдержался. О, пришел еще усилитель один. Ну, шамана Горн я, наверное, еще оставлю. Кстати, вот эти шмотки я сейчас перекину у Джаггера. Джаггер уже довольно-таки сильный. Ну и, кстати, я буду ставить уже что? Правильно, фуловых богов. Зачем мне алхим? Ну, 2 алхима, конечно, пришло. Можно было бы потом перестроиться в тролля плюс Киру. Ну, это вдруг чего? Но мне просто хочется поиграть вот на богогорках. Смотрим сейчас. Так, Дис играет на эльфов. Вот, кстати, бог-орк на Джаггере довольно-таки неплохо справляется с эльфами. Потому что он бьет магическим уроном, он не бьет тычками. Он просто магическим уроном бьет и выносит. Все. Как бы, конец. The end. О, еще один винстрик сюда, бабки. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо. Боже, как я обожаю сбивать людям винстрик. Это просто такой мед на душу. Просто, ну, мед. Еще бы сейчас шаманов найти, я бы шаманов еще сверху поставил. Кстати, ребята, хочу вот сказать, забыл один такой момент, даже не забыл, я его, наверное, в начале говорил. Да, я в начале его говорил. В общем, сразу говорю, если же вы играете через шаманов, то запомните, не всегда нужно ставить шаманов.
То есть, если вы усилитесь тем самым, окей. Но иногда можно шамана лавы, вот это вот за 2 монетки, которые орк-шаман, собрать в тройку. И извините, под богами у него сайленс вечный, очень много чистого урона и огромнейшая площадь дебафа его. Поэтому, ребят, не всегда нужно собирать шаманов, запомните. Иногда можно и сыграть через шамана лавы. Он реально очень сильный, он так душит. Просто такая душнила. Мне резак пришел. Обалдеть. Я чуть не поперхнулся. Мне только что пришел и взгляд Азеса, и божественный отпечаток. Но, так как против меня здесь есть гоблин, и, в принципе, тут есть против меня физический урон, мне по-любому нужен взгляд Азеса. Без взгляда Азеса я бы просто так брал бы пальчик и сосал бы его очень-очень глубоко. Взгляд Азеса под Джаггера, если еще упадут там зимние объятия, это вообще шикарные предметы. Вы просто дебафаете настолько сильно и на очень сильно хп реген режете чувакам. Вот именно этим взглядом Азеса. Это очень сильный предмет. Я его рекомендую брать чуть ли не в каждый раз, когда вы играете через Джаггера. На самом деле, играть через Джаггера максимально просто. Что вам нужно? Это в идеале маска 5 тира, радик, алое сердце, щит на отражение 5 тира. Все, 4 предмета. Если куча физического урона, кераса. Она реально дефает вас очень сильно. Кераса, плита, вот такое вот что-то. Также вы можете собрать еще, ну, добавить магический урон Джаггеру. В принципе, это не будет ошибкой. То есть, какие-то там цепочки, какие-то там 3 тира, вот этот вот посох жертвы, который до 10 стаков дает, который на 100% увеличит ваш магический урон. То есть, вариаций куча. Ну, кстати, взгляд Азеса не работает на Марсе. Видите, у него тычка, скорость атаки. Ну, ей все равно, когда она юзает свою способность. Абсолютно все равно. Ну, ладно. Ладно. Ну и, конечно, для Азеса я бы на Джаггера брал чуть ли не в каждой игре. Отлично. Все, у меня сейчас 4 шамана еще есть сверху. Вот сейчас, смотрите, я не играю через шамана лавы. И усилить свой стол, конечно, да, я не против. Можно, кстати, знаете, еще как сделать. Можно играть не через 6 орков, а можно сыграть через 6 шаманов. То есть, играете 4 орка, 6 шаманов, 4 бога. И так же самое кирите Джаггера. Если есть Зевс, то, естественно, можно закирить Зевса. Кстати, Зевс под орками-богами будет не ошибкой. То есть, если у вас боги, орки, шаманы, и закерить Зевса, это будет не ошибка, если вы не керите Джаггера. Зевс в двойку сейчас может быть намного сильнее, чем Джаггера. Намного. Единственное, что нужно понимать, когда закерить Зевса, а когда закерить Джаггера. Потому что иногда все-таки Зевс будет намного-намного слабее, чем Джаггер. Как-то так. Это нужно внимательно понимать. Я вам не объясню этот момент. Это просто нужно показывать и на своем опыте, грубо говоря, смотреть. Кстати, я там чела вынес. Просто бабки получил. Шкатулочку берем, дебафы мы любим. Дебафы мы любим. Там рыцарь-человек. Но он какую-то там непонятную тему собирает. А, он хочет троллей собрать. Но у меня к нему плохие новости. Мой бог-орк выносит этих рыцарей просто будь здоров. Не знаю, что ему там нужно будет собрать, чтобы он вынес моих богов-орков. Не знаю. Ну, посмотрим, может, я реально сейчас ошибаюсь, он мне на своих рыцарях просто возьмет и такой... Эх! Ну, сейчас, кстати, и посмотрим. Но из-за того, что у меня сейчас маски 5 тира нет, да в целом, если у меня нет никакого регена, скорее всего, он меня вынесет. Но, тем не менее, смотрите, Джаггер просто берет, дебафает весь отхил этих рыцарей, и они ничего не могут. Там же, если срабатывать чисто рыцаря, они 250 хп регенят. Но так как у меня есть взгляд Азеса, то они регенят 125 хп. Ну, как-то так. И это уже не сильно. Но, кстати, видите, несмотря на то, что у меня Джаггер в двойку, я его вынес. Красотень. Паролем немножечко, может, сейчас что-то придет по усилению. Мне на самом деле Джаггер в троечку бы надо. О, кстати. Смотрите, я вспомнил один жизненный момент. У кого бывает еще такое, когда вы играете на орках богах, и Джаггер у вас собирается очень туго. Вот у меня, знаете, огромная проблема с Джаггером. Я его почти никогда не могу собрать раннего в троечку. Зато мои противники спокойно собирают его в тройку, когда играют на богах-орках против меня.
Спокойно. 20-й раунд. Джаггер в тройку. Стабильно. Братан. Ну, не обессудь. Это твои проблемы, что ты не можешь собрать Джаггера. У тебя недостаточно скиллухи твоей. Но это был скилл, ребята. Это явный был скилл. Вот только скажите мне, что это не был скилл. Просто, смотрите, маска 5-го тира. Что еще нужно для победы? А, кстати, еще минус. Если против вас есть Doom, то, скорее всего, вас вынесут. Скорее... А чё с отхилом? Чё так слабо? А что это было? Это 9 воинов, но каким-то чудом он меня сейчас вынес. Я сейчас не понял, каким чудом ты меня вынес. Алло. Чё у меня такой слабый реген был? Неужели там было урона намного больше, чем я наносил? Неужели там намного больше было отражения, чем я отхиливал? Я отхиливаю... ну да. Ну да, там если несколько воинов стоят рядом, то он меня вынесет. Потому что Джаггер будет наносить не, ну, там, 120 урона и 60 отхиливаться. А возвращаться, соответственно, будет там что-то около сотки. Ну да. Да, тогда понятно. На самом деле нужно, наверное, острый наруч перекинуть Джаггера. Я планирую сейчас какую-то шмотку скипнуть. Чисто лондруида засумонил. На самом деле, наверное, стоит еще придержать... Ух ты! Поставить ли мне 6 шаманов? Или нежить жреца собирать? Да, я все-таки возьму вот эту нежить жреца, буду собирать. Нежить жрец это довольно-таки сильный персонаж под богами и орками. Все-таки много хп, чистый урон, минимальная КД, то есть это прям песня. Так, мана плюс 40, я, наверное, оставлю тебя все-таки пока что вот этого сумонера кабанчиков. Чисто свиноферма. Поставщик свиней, а не бисмастер. Прикиньте, если был бы в реале такой чел, который сумонит кабанчиков. Ну ладно, мясо бы подешевело тогда. Ладно, все, это кринж. Что-то у меня совсем, ну, мозг поплыл. Ну, кстати, против меня вот рыцарь. Но этот рыцарь человек делает какую-то дичь. Просто минус 37 на лицо. На! Я думаю, там обрадовался на 110%, когда ему прилетело минус 237. Ну, кстати, вот шаманчик приходит. Можно шаманчика этого в троечку будет собрать, кстати. Жалко, здесь нету орка-чернокнижника. Тот, который големов сумонит. Это была бы такая песня просто. Это был бы развал. Ставим на автопокупку этого молодого человечка. Я надеюсь, конечно, что мне Джаггер придет ранний. Но, судя по всему, он не придет. Что-то у меня есть такое подозрение, что он не придет. Я, короче, опасаюсь вот этого паренька. У него есть кираса, у него... Хорошо, что нет еще плиты массовой. То есть плита это 3-го тира, броня, которая дает тоже массовую броню и понижает ее. То есть с кирасой они стакаются, и там просто столько армора, что просто за голову берешься. Но у него есть зимнее объятие на Дума. Ну, кстати, Дума я тоже опасаюсь. Я, кстати, вот этот вот отпечаток закину Джаггера. Он же работает на Джаггера. Ой, как плохо. Тут сейчас против меня эльф. Но из-за того, что тут стояла М, он меня очень сильно дебафнул сейчас. А дебафнул по той лишь причине, что он мне высосал всю ману. Я, скорее всего, сейчас эльфа не затащу. Не, затащил. Минус 22, чисто привет. Ой, как хорошо. Цветка. Ну да, я пока цветку поставлю, чтобы баф цвет был. Хотя зачем? Так, минус 1.
Магический посох, либо броню, но я возьму магический посох. Все-таки 15% магического урона, это будет неплохо. Когда против меня особенно 9 воинов, это будет довольно-таки хорошо. Вот 9 воинов, это, конечно, очень опасно. Нужна ли мне эта цветка? На самом деле не нужна. Ну, я не про шаманку, если что. Я про цветку, которая вот киса. Трехмонетная. Баф цвет как бы окей, потому что у меня все равно жрец, он слабоват сейчас. Если бы у меня этот жрец был уже в двойку, то я бы 100% его поставил вместо той цветки. Цветки механизма, буду так ее называть. Либо же киса. Чего ты собираешь на рыцарях, я не могу понять. Напишите мне в комментариях, что он пытается собрать. У него 11 уровень, нет денег, у него нет хп. И он не собрал ничего по итогу. Он хотел либо... Ну, я так понимаю. Он хотел рыцарей плюс троллей собрать. Но в какой-то момент он просто развернулся не туда и собрал какую-то дичь. Ну, это как я понимаю. Потому что реально какая-то дичь у него собралась сейчас. Ну, кстати, когда вы играете через богов орков, и у вас есть джаггер, а у чувака есть щит 5 тира, огромный плюс в том, что вы отражаете себе минимум урона. Вот огромный плюс в этом именно. Уху-ху. А у меня до сих пор... Зевс. А вместо кого мне Зевса ставить? Жрец мне на всякий случай нужен. Или все-таки вместо жреца бахнуть? Понадобится мне... Ух ты, там мартретка уже в тройку. Опасно. Мартретку в тройку, это опасно. Как же правильно поступить сейчас? Вместо кого мне Зевса поставить? Каждый играет одним и тем же. Абсосы. То есть, ему действительно не попадается какая-то нежить? Серьезно? Чел сейчас горел из-за того, что тут боги-орки, эльфы, воины. То есть, ему что, в каждой игре воины попадаются? Я, конечно, ему сочувствую, если ему в каждой игре попадаются воины. Но, кстати, мартретка меня сейчас просто испепелит. У меня там огромные шмотки у этой мартретки, да. К сожалению, тут мартретка меня вынесла. Обидно. Но это просто у меня еще джаггер не в тройку, это раз. Из-за того, что у меня джаггер не в тройку. Ну, тут, кстати, я просто шаманов сейчас поставлю. Не с бафом шаманов. Светка тройка мне не нужна. Мне бы джаггер уже в тройку пришел, было бы намного проще. Я все-таки не буду через жрецов здесь играть. Если прям критично будет, то я перестроюсь. Я ее, наверное, продавать пока не буду. Да, я ее пока продавать не буду. Мне бы просто мои шаманы в двойку поприходили. Вот именно фиолетовый шаман, орк. Мне бы Зевс в двойку пришел. Мне бы Цветка в двойку пришла. Было бы намного проще играть. Вот серьезно, было бы намного проще играть. Вообще, на самом деле, если бы джаггер не пришел. О, донат прилетел. Я вот записываю видосы, прилетел донат. Поэтому, ребят, спасибо огромное, кто мне скинул донат. Огромнейшее спасибо. Я очень рад всегда донатам. Спасибо большое. На вебку. Все пойдет на вебку. Спасибо огромное. Он, конечно, здесь не показался, потому что я ролик записываю, но прилетел донат, это слышно было по звуку. Немножко магического урона я себе добавлю. У меня просто не откиливается сейчас персонаж. Цветку я все-таки... Я все-таки решил от цветки отказаться, мне нужен чистый урон. И я лучше, если что, жрецов подготовлю. Вот этот шаман лавы, он очень сильный. Не рекомендую его скипать. Рок войны сейчас, кстати, забыла дать. Почему я их оставил, вот этих двух шаманов лавы? Смотрите, он бьет массовым чистым уроном.
Под богами у него вечный сайленс. Против меня сейчас эльфы. Соответственно, мне нужно накидывать намного больше чистого урона. Там мне в целом нужно много урона накидывать. -1. О, -31 чуваку накинул. Отлично. Придет он в тройку, будет замечательно. Придет жрец. Все. Все. Вот теперь сейчас игра пойдет. Нужно сейчас шмотки поскипать некоторые, которые мне вообще не нужны. Вот эти вот шмотки я скипну. Или может... Ну да, эти шмотки скипну. Маска, кираса. Я возьму, наверное, кирасу. Да. Против меня там есть мартретка, которая меня выносит своим уроном. Поэтому кираса мне очень сильно поможет против мартретки. Также у меня есть шаман. Вот этот шаман, троечку шаман лавы. Какой же он сильный будет. Вы сейчас просто оцените этот момент. Мне на самом деле еще нужен этот нежить-жрец. Желательно в двойку, в тройку. Если он в тройку придет, этот нежить-жрец, это просто будет топчик. Вообще мне нужен Зевс в двойку. Блин, опять я не присосался. Боже. Моя огромная ошибка в том, что у меня присосался вот этот АМ. Если бы он не присосался, у меня бы намного раньше начал крутиться Джаггер, намного больше импакта было бы со старта. А так, надо расстановку будет поменять обязательно, потому что АМ присосался, я очень много потерял из-за этого. Боже, мне мартретка просто ваншотнула. 24 тысячи урона. Благо у меня есть хп, я могу немножко ошибаться. Вот благо у меня есть хп просто. Надо Джаггера попробовать найти в тройку. Сейчас ролимся. Давай, Джаггер в тройку. Джаггер в тройку. Жреца мы по-любому берем. И еще одного жреца тоже по-любому берем. Ну, Джаггер. Зевс. Обидно. Как же это обидно. Вот когда так расстановку сейчас сделаю. Мне очень сильно нужен Джаггер. Боже, я продал Зевса. Боже. Я случайно продал Зевса. Ненавижу, когда я спешу. Ненавижу. Просто я... Ой-ой-ой. Какую я ошибку совершил. Я очень серьезную ошибку совершил. Дурак. Просто дурак. Ну, вот сейчас, кстати, я Джаггера нормально поставил. Сейчас должно быть все четко. У меня плюс еще... Да, сейчас должно быть... Вот просто посмотрите шаман лавы. Просто посмотрите, сколько урона нанес шаман лавы. Тройку. 15 кусков чел нанес у меня. Просто 15 тысяч. Да, конечно, мартретки плевать на мои 17 тысяч чистого урона. Нет. Не трогай Джаггера. Умри. Но тебе не стыдно Джаггера бить? Он в двойку. Знаете, что самое будет обидно? Если он на мартретке сейчас мне просто испепелит. Все из-за того будет, если мне не придется сейчас Джаггер в тройку. Кстати, наверное, стоит уже поставить этого жреца. Стоит или не стоит его поставить? Так, отлично. А, там... Ладно, не отлично. На мгновение мне показалось, что я этого воина сейчас вынесу. Но я надеюсь, он мартретку вынесет. Мне бы очень хотелось, чтобы он вынес мартретку на своих воинах. У него, в принципе, хорошие там шмотки на воинах, и он должен на изичах вынести эту мартретку. Просто без единых проблем он должен их вынести. Но на самом деле, скорее всего, здесь мне придется перестроиться в жрецов, если все будет очень плохо. Ну, если, конечно, успею. То есть, и мне нужно понаблюдать хорошо, как оно все будет, и потом уже перестраиваться. Сейчас вот жрецов как бы поставил вместо Джаггера одного. Я думаю, будет все нормально. Главное, чтобы АМ не присосался к моей фигурке. Все было замечательно. Так, вот ко мне воин пришел.
Сейчас я его должен спокойно вынести, этого воина, потому что у меня есть шаман лавы. Шаман лавы чистым уроном бьет, и его он просто ничего не сможет сделать. Плюс у меня вечный сайленс висит. Что он сможет сделать? Ничего. А ничего себе там тролль. Мало ли того, что на него взгляд Азеса работает сейчас, он все равно выхиливается. Прикиньте. А каким образом он хилится, можно узнать? На него же взгляд Азеса работает. Почему он хилится? Он не должен хилиться. Не понимаю. Ну вот хорошо, что я сейчас воина вынес. Огромное спасибо, что я воина вынес. О, боже, спасибо. Спасибо тебе, Джайер, что ты пришел. Но то, что я скипнул случайно Зевса, это прям огромный тильт. Это ошибка. Просто огромная ошибка. Дис выжил против воина? Что? СПС что вынес? Да не за что, братуха. Ну, всегда обращайся ко мне. Я так понимаю, у него с воином были огромные проблемы, и поэтому то, что я его вынес, ему очень-очень помогло. Но меня это не радует ни капли. Меня это не радует ни капли. У меня проблемы с этим. Боже, если бы я сейчас не продал бы Зевса пару раундов назад, я бы его собрал в двойку. Боже, это... Ладно. Ладно. Да, мартретка у него там ничего такая. Очень сильная мартреточка. После жертвы это, конечно, круто. Я сейчас в Джаггера его закину и усилю своего Джаггера по урону, но это не настолько круто, чтобы прям круто-круто. Экзорцизм, Секира. Экзорцизм я, наверное, все-таки возьму, потому что у него есть башер. Ну, плюс он дает 6 брони. То есть, как-никак, он меня усиливает довольно-таки хорошо. Божественный отпечаток скипнуть, наверное. Да, я скипну, отдам, а себе возьму посох жертвы. Как-никак, за каждую убитую цель у меня будет плюс 10%, ну, плюс 10 магического... Плюс 10 магического урона. Фу, еле выговорил. То есть у меня будет не 240 там в секунду наноситься, а намного больше. То есть там 408. Короче, я себя просто усилю сейчас по магическому урону, чтобы намного больше наносить урона мартретке. Но мне некоторые вопросы все-таки не оставляют покоя. Кстати, ошибка Диса, что он Эма не переставляет. Огромная ошибка Диса. Если бы он сейчас подставлял Эма таким образом, чтобы он мне бил Джаггера, то у меня были бы проблемы. Сейчас хорошо так Джаггер выносит, посмотрите. Нормально так он раскручивает меня. Крутильщик. Крутильщик. Все равно мне мартетка выносит. Мне нужен щит 5-го тира. Но я даже не знаю, что мне скипать. Вот честное слово, не знаю, что мне скипать, чтобы найти себе щит 5-го тира. Все предметы, которые у меня здесь есть, они все полезные. Кстати. Так, сюда. Магический урон Зевса еще. Сейчас попробуем через Зевса сыграть. Главное просто расстановку правильно сделать. Если я неправильно сделаю расстановку, то Зевс у меня будет с нулевым импактом. О, он на Эма переставил, но не туда немножко он на Эма поставил. Боже, как много импакта вносит Шаман Лавы. Как много реально импакта вносит. Ну, Зевс 13 тысяч урона нанес. В принципе, неплохо, я бы сказал. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Ну, как по мне, неплохо. Нормально он урона тут нес. Боже, какая-то лютая баталия. Вынес! Я его вынес! Есть!
Я доволен. Я доволен. Это круто. Это было очень круто. Отличная катка, я считаю. Просто... Короче, что я хочу сказать по поводу богов в орках. Вот. Кратко поведу. Какое поведу? Подведу. Кратко подведу итоги по поводу богов орков. Это до сих пор очень сильная синергия. Она ни в коем случае не стала слабее. Только появились вот эти вот новые сборочки через драконов, ведьмаков, Свен, вот это вот чистый урон и тому подобное, и так далее, и так далее. Но это все сложно, на это все нужен уровень, на это все нужна экономика и хорошие шмотки. Что же нужно для богов орков? Орки и боги. Все. А там вы уже можете перестраиваться как хотите, что делать хотите. Можете играть через Зевса, можете играть через орка-жреца. То есть все, что угодно можете делать благодаря вот этому персонажу Джаггеру. Джаггер имеет абсолютно просто, ну вот, он имба сейчас. Из-за того, что на него не работает взгляд Азеса. Если бы на него работал взгляд Азеса, извините меня, это был бы мусорный персонаж, который ничего не может под орками-богами. Сами по себе орки-боги, они прикольные. Но в предыдущем патче они задолбали абсолютно каждого. Но это идеальная синергия против нежити. Я вам серьезно говорю. Сейчас, к сожалению, в катке не было нежити. Просто попробуйте сыграть на этом билде, и вы поймете, почему боги-орки настолько сильны. Вариация перестроится. Добавляете шаманов, нежить уже минус 4 персонажа не может, ну, минус 3 персонажа не может перевоплотить в свою нежить и добавить ее. Соответственно, могут сильные персонажи выпасть. Плюс, если есть в катке хан, вы меняете Марса, либо меняете жреца и ставите, ну, лучше Марса, конечно, менять. Ставите этого хана, получается у вас еще горн. Нежить бьет этот горн, отвлекается на него, в это время ваш Джаггер просто вот так вот начинает крутить, вертеть всех подряд. Что дальше? Если все не помогает, жрецы, one love, ставите просто фуловых жрецов, выносите всех, и все. Можно сыграть на богах-орках через жреца нежить. Попробуйте. У меня в этой катке не получилось вам показать, я просто целенаправленно и не делал этого. Давайте искренне говорить. Попробуйте соврать нежить жреца. Вы ощутите всю мощь этого персонажа под орками-богами. Я вам этого не говорил, и если вас будут там хейтить немножко за это, то это не моя вина, сразу говорю. А так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Цель на ютубе у меня 5000 подписчиков, а в телеграме 1000 подписчиков. Кстати, в телеграм-канале, который закреплен в комментариях, я пишу свой личный блог. Какой пишу личный? Короче, веду там свой небольшой личный блог, пишу какую-то там информацию из жизни и тому подобное, и когда стримы. Также у нас там есть чат комьюнити, а также я пишу по поводу обновления этой игры. Как-то так. А так, ребят, всем огромное спасибо, подписывайтесь, не стесняйтесь, вместе все-таки веселее, помогите мне все-таки сделать мои цели. Всем удачи.